Привет! В течение Иnktober несколько человек спрашивали, будут ли видосы, на что я отвечала, что мне не хватает силушек и времени на что-то еще, но я постараюсь снять хотя бы одно видео в конце месяца. И, собственно, вот это видео. Сначала я расскажу немного о материалах и самом процессе, а потом поговорю о плюсах и минусах Inktober в этом году. Я использовала акварельную бумагу от Фабриана горячей прессовки, то есть без текстуры. Первые 4 дня рисовала тушью от Kohinoor, а на 5-й получила посылку от подписчицы с тушью, которую очень давно хотела попробовать, так что большое ей спасибо. На оставшиеся 27 картинок ушло где-то половина бутылька, но еще надо учитывать, что я всегда замешивала слишком много, и половина из этой половины была просто вылита в раковину. Для контура я использовала черный карандаш от Faber-Castell и тонкие линеры, когда нужно было добавить детали или что-то подчеркнуть. В самом процессе, в принципе, нет ничего необычного. Я просто замешивала несколько тонов от едва серенького до черного, потом открывала картинки, которые использовала, переводила их в ЧБ и смотрела, где самые светлые места, где самые темные, и пыталась перевести это на свою картинку. Разбор тонов очень важен, если вы не хотите, чтобы ваши работы были большим серым пятном. После того, как заливкой все, я достаю карандаш, натачиваю его и, по сути, обвожу набросок, а потом добавляю деталей линерами. Каждая работа занимала в среднем от 5 и больше часов чистого труда, без перерывов, поэтому ощущение было такое, что я весь день тратила на Inktober. И из этого, собственно, вытекает первый минус. За весь месяц я, по-моему, только один раз выбралась в кино где-то в начале месяца. И все. Где-то к 10-му дню стало все наскучивать, к 20-му мне хотелось выйти кричать, когда это все кончится. И в итоге сейчас я даже поверить не могу, что уже прошел месяц. Вот так. Но я, в принципе, понимала, что картинки с такой детализацией займут довольно много времени, и, в принципе, понимала, на что подписываюсь, но это особо не помогало в процессе. Второй минус — это бумага, но, скорее всего, по моей вине. Похоже, когда я резала ее на листы, я изрядно ее полапала, а кожа у меня, в принципе, довольно жирная, и в итоге практически на каждой работе можно увидеть отпечатки пальцев или грязь в виде мелких точек. Так что следите за руками и особо не щупайте бумагу, если планируете работать тушью или акварелью. Что же касается плюсов, я думаю, что в этом году я проделала очень хорошую работу. Сразу видно, что я стала лучше понимать перспективу, те же тона. В прошлом году, я помню, какой-то паблик выложил несколько моих инктоберских работ, и кто-то в комментариях написал что-то вроде «Ну непонятно ж ни хрена». И в принципе я была согласна, потому что некоторые работы в этом плане были просто в мессину, что тебе надо было сидеть и рассматривать, чтобы понять, что вообще происходит. В этом году я буквально пару раз сделала какие-то предметы слишком темными, но это не было критично. И в целом все выглядит очень чисто и аккуратно, за исключением вот той грязи от собственных пальцев. Так что да, я очень и очень довольна. Ну и второй плюс — это ваша поддержка. За этот год у меня значительно выросла аудитория в Инстаграме, так что в принципе было неудивительно, что и поддержки было больше. Тут уж больше удивил контакт, где все не ленились, писали свое мнение, причем довольно часто именно описывали, что конкретно им нравится в работе. Особенно было приятно читать комментарии о атмосфере, потому что главной целью в этом году для меня было именно передать какое-то настроение, атмосферу, ну и в целом вызывать хоть какие-то эмоции у зрителя.
Поэтому, когда об этом писали, естественно, мне было очень-очень приятно. Я уже сдала ЗИН в печать, и готовые книжки покажу в следующем видео, но если вам прямо не втерпёшь, можете просто следить за пабликом или инстаграмом. Я сделаю пост, как только заберу их с печати. Все остальные работы, собственно, можно посмотреть в паблике и в инстаграме, если вам интересно. За эти несколько месяцев я поучаствовала в паре конвенций, и было очень приятно и неловко одновременно, когда люди подходили и упоминали канал. В принципе, я уже давно уяснила, что YouTube для меня не в приоритете, это скорее приятный бонус для заинтересованных людей, которые хотят узнать, как создаются мои работы, но от этого мне не менее стыдно за то, что я так забрасываю канал. Так что я постараюсь снимать хотя бы по одному видео в месяц, чтобы хоть что-нибудь добыло. В принципе, на этом все. Не знаю, когда увидимся в следующий раз, постараюсь опять же в этом месяце, но возможно в декабре с новым скетчбуком. Посмотрим. Большое спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо за вашу поддержку и до следующего видео.